Здравствуйте, это Vivo Telecom, и сегодня мы снимем короткий ролик про программирование радиостанции Alinka DR-CS10. Это вот такая станция, сверху она у нас расположена. Обратите внимание, что у нее нет входа для программирования отдельного, то есть был раньше на 3,5 мм дата вход. Теперь программатор нужно подключать к микрофоновому разъему. ERV12 называется программатор. С одной стороны USB, с другой стороны микрофонный вот такой вот разъемчик многоконтактный. Но у нас его нет, поэтому мы сегодня покажем, на данный момент я имею в виду его нет, мы сегодня покажем программирование радиостанции вручную. Давайте, например, 164.550 запрограммируем частоту. И мощность, разрешенная у данного клиента, 10 Вт. Вот давайте все это сделаем. Начнем, как обычно, тогда с подключения. То есть станция, естественно, питается от 13,8 вольта, поэтому используем блок питания Терек ИБП 12-20/30. Подключаем клеммы. Тогда мощность использовать будем небольшую, поэтому подключимся прямо вот к передней панели. Ну, можно и так было, но давайте уж целиком клемму зацеплю тогда. Так, смотрим, чтобы не было нигде короткого замыкания на контактах. Давайте так вот я даже отведу его, чтобы он нам не мешал. Так, давайте тогда подключим эквивалент нагрузки сразу, для того, чтобы проверить мощность 10-ваттную. Так, подключили эквивалент к рефлектометру через кабель. Ну все, теперь включаем питание тогда у Терека. И давайте сразу микрофонный тогда разъем также подсоединим, потому что он нам все равно понадобится для проверки мощности. Так, по поводу микрофона. Микрофон называется EMS74, у него есть полноразмерная клавиатура. Соответственно, частоты мы можем вводить с клавиатуры. И здесь есть блокировка. По умолчанию она выключена, то есть клавиатура работающая, да? То есть пользователь может сбить настройки, поэтому мы потом ее заблокируем, когда уже частоты будут запрограммированы. Подключаем тогда микрофон. Здесь вот есть выступ такой для правильного подключения контактов. Сейчас мы его тогда найдем и подключим. Разъем здесь серьезный, с фиксацией. Так, ну все, включаю питание тогда станции. По умолчанию у нас 155 МГц с завода идет. Раз у нас микрофон, вот смотрите, когда он заблокирован, подсветка у него гаснет. Когда он активен, подсветка включается у клавиш. Так, программируем 164.550, да? То есть просто задаем с клавиатуры частоты. 164.550. Теперь, раз на дисплее ничего, шумоподавитель здесь регулируется вручную. Соответственно, уберем его. Когда у Алинок на дисплее ничего не горит, это означает мощность максимальную. Я сейчас приближу, чтобы вы видели дисплей тогда получше. Так, каким образом меняется мощность? Насколько я помню, фанк, нет, это у нас блокировка клавиатуры. Это выбор поднесущих. Выбирается, нажимаем фанк и кнопку P4. Меняется мощность. Вот как видите, сейчас средняя включена. Для того, чтобы 10 Вт включить, нам надо, чтобы на дисплее горела low. То есть это низкая мощность. Вот она должна соответствовать 10 Ваттам. Переходим тогда к рефлектометру. Включаем
всю шкалу 30 Вт, запускаем его. Когда мигает индикатор вот этот светодиодный, значит рефлектометр в рабочем состоянии. Так, смотрим. Вся шкала 30 Вт. Соответственно, смотрим вот по этой шкале, где написано 10, 30. То есть по верхней рискам. Нажимаю на передачу. Как вы видите, ровно, ну, чуть больше, да, где-то, сколько тут, 10,5 Вт примерно мощности. То есть то, что нам и нужно было. Переходим обратно к станции. И, соответственно, мы должны эту частоту теперь сохранить в память. Каким образом это делается? Нажимаем кнопку «Фанк». Кнопками вверх-вниз мы выбираем нужный канал для сохранения. Ну, пусть это нулевой и будет, да? И нажимаем кнопку P1. Все, теперь в M0 у нас сохранена эта частота. То есть в нулевом канале у нас сохранился номинал 164 550. Для того теперь, чтобы пользователь не сбивал настройки, ну, естественно, через программу можно вообще заблокировать возможности выбора, но мы просто в данном случае, раз у нас нет программатора, уберем возможность работы с клавиатуры, то есть поставим здесь кнопку лог верхнюю, да, и здесь мы заблокируем саму возможность, то есть каким образом это делается. Нажимаем «Фанк» и нажимаем P3. Блокировка ставится. Все, то есть клавиша передачи по-прежнему работает, но никаких частот пользователь ввести не может. И, соответственно, кнопки эти тоже перестают работать. Вот таким образом. То есть все просто. Один канал у нас сохранен. Ну, по аналогии, соответственно, переходим в режим VFO, выбираем другую частоту, сохраняем ее в другом канале памяти, если вам нужно сохранить несколько каналов. Но вот такой простой ролик отдельно будет именно по программированию. Я думаю, будет полезно. То есть, когда люди, нужно будет им запрограммировать станцию, посмотрят его отдельно и все сделают. У кого вопросы есть, задавайте их в комментариях. Кому видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания.